У нас будет самое легкое сегодня интервью в вашей истории. Да. Но я не хотел бы это обсуждать. В пидже это как Есенин и воткнулся лицом обратно. Я просто пытаюсь быть собой. Антон, приветствую. Привет. Ты знаешь, все мои знакомые, которые знают тебя лично, все в один голос говорят, что ты прям такой настоящий трушный панк. Есть ли у тебя по этому поводу какая-то жизненная позиция и в чем она заключается? Нет. Я просто пытаюсь быть собой и не дать никому мне этому мешать. То есть просто твоя, так сказать, концепция жизни, она более-менее совпадает с какой-то панковской темой или как? Как бы тебе сказать? Вообще совпадать с каким-либо придуманным ранее клише — это не по-панковски, если уж говорить о трушности. Я стараюсь жить так, как я чувствую. Ну, а если... Поскольку я слушаю и играю панк-рок и очень люблю его, то так получается, что это все выплескивается через панк-рок. Слушай, а вот в какой-то момент появился термин поп-панк, да, и в какой-то момент вот эта вся панковская субкультура, она, ну, как ни крути, но стала популярной. То есть, если очень грубо сказать, там 20-25 лет назад для того, чтобы носить там, рваные джинсы, надо было или их порезать, или их сносить, чтобы они были такими. А сейчас можно их пойти купить в дорогой бутик за дорогие, там, то есть, за деньги, понимаешь? То есть, это стало модно, как бы. Да. Как ты думаешь, почему так произошло? То есть, такая, как бы, культура, на самом деле, достаточно протестная, да, и достаточно не массовая, как бы, в своем... Потому что я думаю, что сейчас стало модным казаться быть не такими, как все, что ли. И миллионы не таких, как все, людей заполонили этот мир, как уже ты сказал, в штанах, купленных в дорогих бутиках, оформленных в стиле панк-рока. Вот. Эта ситуация, конечно, меня, как ты уже сказал, трупанка немного нервирует, поэтому вот я в чистой одежде хожу. Потому что я, как сказал Егор Летов, всегда буду против подобной хуйни. Ну, а сам музыкальный вот стиль, да, если говорить о поп-панке таком вот, как ты к этому относишься? То есть мне кажется, что есть какое-то количество современных панк-коллективов, которые вот все это как-то делают, потому что это вот модно среди определенных людей. То есть я не вижу у них какой-то вот трушности, ну не знаю, я не буду говорить конкретно кого-то называть, но вот ситуация мне видится именно так. У нас будет самое легкое сегодня интервью в вашей истории. Да. Ты абсолютно ответил на свой вопрос, вернее, ты его правильно задал. Да. Абсолютно с тобой согласен. Сейчас очень модно, как я уже сказал выше, пытаться выделяться чем-то, опять же, таким протестным. Причем эта мода зародилась достаточно давно, не вот сейчас, просто сейчас она пожинает свои плоды вот этого. Если еще коснуться моментов там внешнего вида, ну, например, там лет 20-25, когда я как-то начинал там вливаться в какие-то неформальные там движухи, то есть, ну, все там прикиды делали каждый себе сам, то есть у кого там, то есть купить совершенно это было верно. Нельзя, то есть все это, каждый, как говорится, кто во что горазд. Вот, и частенько там получить пизды за внешний вид, это была прям, ну, нормальная тема. Ну, у тебя часто бывало там в юности, чтобы ты получал за свой внешний вид? Ну, не то чтобы получал, но были постоянные какие-то конфликты интересов. Как с милицией, как со старшим поколением гопоты. Причем, повторюсь, со старшим. Ровесники нас никогда не трогали, обходили стороной, по большей части. А вот старшие никак не могли пройти мимо, не обозначив как-то свое отрицание, наш взгляд на жизнь. Вот, это была неотъемлемая часть культуры.
потому что мы заявляли свое «я» непосредственно через вот эти драки и стычки. Я когда увидел каких-то модных футболистов несколько лет назад с ирокезами, то что греха таить, каких-то модных вокалистов, каких-то модных групп с ирокезами, я немного охуел. Вот. Но больше охуел, наверное, человек, который уже 500 тысяч лет поет в группе Exploited, и который эту прическу ввел в ранг иконы стиля. Вернее, даже не он, а его знакомый гитарист, по-моему, или вокалист группы Discharge, у которого из-за постоянных стычек с женой на висках были шрамы, опять же, по легенде, который рассказывает Ватя, и там просто не росли волосы, и получался такая индейская прическа. Вот. А сейчас вот, знаешь, тоже говорить нехорошо, что вот тогда. Тогда я вот счастлив, что у нас было тогда. И я счастлив, что я отвечал за каждую булавку на своем костюме. Стопудово. За каждый выстриженный ирокез, за ширину его на голове. Потому что если он чуть шире, его можно как-то хоть прикрыть. А если он торчит в 2 пальца, тут уже пиздец, никуда не скроешься. А бейсболок даже тупо тогда не было, не то что в продаже, вообще не существовало в России, мне кажется. Вот. Ну, а ты вообще часто, ну, раньше я понимаю, что это было, наверное, с какой-то даже, может быть, периодичной регулярностью, там какие-то конфликты вот с подобными людьми. Вообще, последний раз ты когда дрался, например? Ну, ты знаешь, давно. Для меня очень давно. Я просто пытаюсь понять другую философскую вещь, что воин может выйти с победой из боя, этого боя не допустив. Вот. А поскольку я никогда не нуждался ни в чьей помощи, ни в чем то-либо угодно, чтобы решить свои, вернее, возникшие у оппонентов вопросы при помощи кулаков, для меня это очередной следующий виток развития меня как личности. Поэтому я стараюсь вымещать все свое, все, что нужно, на боксерском мешке. Вот. Но если что, я не замедлю вступить в бой. У тебя травмы были какие-то серьезные в связи с этим? Нет. Переломы костей, не более того. Главное, чтобы не ломался дух. Ты знаешь, я вот, честно говоря, не знаю, как у нынешней там молодежи, там, которая так или иначе связана с какой-то панковской тусовкой, но в мою молодость, блин, ну, я не знаю, ну, у каждого второго просто панка были порезанные руки там, и вот это все было. Ты такой фигней страдал или нет? Ну, у меня есть один шрам. Ну да, есть. И не один. Ну, вены ты резал когда-нибудь? Ну, как сказать, не то чтобы я резал вены, я просто, скорее всего, выражал дань культуры этой, связанной в большей части, наверное, с творчеством Егора Летова, потому что суицидальная паранойя свойственна непосредственно сибирскому панк-року. Хотя я всю жизнь был приверженцем Англии и Санкт-Петербурга, где панк-рок заключался в большем веселье и распиздяйстве откровенном. Такой в некотором роде там рок-н-ролльный панковский девиз «Живи быстро, умри молодым». Как ты вообще вот искал когда-нибудь смерти? Был у тебя такой период в жизни? И вообще хотел ли ты умереть молодым? Я всегда был к этому готов. И я помню несколько моментов, причем очень ярких. Их было чуть меньше 9, наверное, в моей жизни, когда я был прям на очень тоненьком волоске от смерти. Но я к этому не стремился. Ну, просто так складывалось. Да, так складывалось, потому что образ жизни мой не дает мне до сих пор иногда как-то сглаживать углы и мягко заходить в повороты какие-то. Потому что для меня важно другое. Что именно важно? Драйв.
драйв? Та откровенность, с которой я по этой жизни мчусь. Группа FPG, по сути, достаточно культовая на отечественной рок-сцене, не только панковской, наверное, в целом. У вас есть какое-то ощущение семьи вот в коллективе? Какой-то Конечно. дружбы? Тут сразу и много будет вытекающих вопросов, поэтому группа FPG так популярна только среди культовых тру-панков, а не так популярна среди всех остальных, потому что мы всегда хуй ложили на все масс-медиа и пиары, и к игре на музыкальных инструментах относились, в общем-то, так же, потому что в первую очередь это группировка, после этого уже только музыкальный коллектив. Все люди попадали в группу исключительно по человеческому фактору. Уже только потом оценивался уровень игры. Это для меня очень важно, потому что пусть лучше мы играть будем хуже, но чувствовать себя пиздаче. И чувство семьи, как ты сказал, чувство братства — это неотъемлемая часть нашего коллектива, нашей банды. Вот. Так что я думаю, все будет хорошо, и вы это увидите по нашим радостным лицам на концертах. Ты знаешь, мне очень импонирует ваша акустическая вот эта программа «Панк-джаз». И вы ее периодически, я так понимаю, уже катаете постоянно. Ну, не так часто, как не так могло часто, бы да. быть. В основном мы играем, конечно, электрически, так сказать, более понятные для людей концерты, но иногда вот такой отдушиной, а это, как правило, происходит по весне, мы устраиваем концерты панк-джазовые. По сути, это такая уникальная тема для, не знаю, как западные панки делают ли такие программы, но для отечественного панка я так что-то не припомню. Раньше такого. группа FPG это сделала только группа Nirvana в далеком да. 90 каком-то году. В России этой программе уже 15 лет. Первый концерт наш акустический был вот именно панк-джазовый в 2005 году. В 2007 мы записали пластинку панк-джаз. Это живая пластинка с концерта. Вот. До этого я не видел ни одной панк-группы в России, которая бы, да и в мире, что уж говорить, которая бы играла подобную программу. Хотя для нас панк-джаз — это не просто акустика, мы не выключили педальки и тупо не переиграли все. Там было переосмысление вообще музыкальной составляющей. Поэтому слово «джаз» и возникло. Там есть элементы регги, даже блюза. Вот. Это просто другой взгляд. Мы сделали кавер на самих себя, потому что никто кавер на нас лучше не сделает, чем мы сами. Да, это прикольно. А как ты в целом относишься к каким-то более сложным музыкальным стилям, нежели там панк-рок? Ну, например, джаз там в целом. Как бы ты слушаешь или нет? Отлично. Одно время в Нижнем Новгороде, слава богу, на центральной улице есть не одно джазовое заведение, было в то время, когда я просто жил в центре города и шлялся по улицам, в общем-то, постоянно. И одно из заведений, Jam Prestige называлось, оно было моим, в общем-то, пристанищем, потому что меня там и кормили бармены, и, в общем-то, и я всегда мог послушать там музыку. Причем она всегда звучала там несанкционированно. То есть люди после какого-то определенного количества времени, проведенного в заведении, количество выпитого, поскольку там были все музыканты абсолютно, и мне было просто, для меня было большой честью, что меня туда пускали. Это было единственное заведение в центре города, да и вообще в Нижнем Новгороде, куда меня просто пускали. После моих выходок во всех остальных, мне просто закрывали туда двери, и я вот просто был вынужден проявлять свое музыкальное альтер-эго в подворотнях и на улицах. Вот. А Jam Prestige был мне дружественен, и я с удовольствием всегда слушал там музыку. Опять же, я повторяю, Нижний Новгород — это
это третья столица рок-н-ролла в России, я считаю, потому что единственное, что может быть, люди, которые там живут, которые там родились, которые там существовали и существуют до сих пор, не имеют таких пафосных амбиций, как все остальные столицы, заявляющие о себе таким образом. Поэтому они просто молча делают свое дело без выебонов, никак себя не пиаря во все места. Так вот, повторюсь, что там было очень много талантливых людей, которые могли в любой момент, в любой компании, при любой коллаборации абсолютно сыграть все, что угодно. И, соответственно, я получал дикое удовольствие, когда там находился среди этих талантов, выпивал и слушал прекрасную музыку джаз. А ты с полковником был знаком? Да, конечно. Какое-то впечатление осталось об этом человеке? Да. Это большой человек, огромный человек, добрый, иногда дерзкий, что мне вдвойне меня с ним роднило. Мы на этой почве, в общем-то, и познакомились однажды, чуть не подравшись. Да Слава зачем? богу, я сейчас понимаю, насколько был бы этот бой. А в чем был? А ни в чем, просто друг на друга не так посмотрели. Понимаешь, талантливым людям особо для драки не нужно повода. Просто мы поняли, что в одном месте, а это было буквально полтора пятачок входа в один рок-магазин, дивизион, по-моему, так получилось. Так надо, пардон, что две такие личности просто, блядь, им тесно. И без лишних слов мы чуть не приступили к драке, но нам помешала какая-то... Я уже начал присматривать урну, потому что я бы из этого боя не вышел бы точно победителем. А имея урну, я хотел бы немного приравнял бы шансы. Вот. Но я говорю, я восхищаюсь этим человеком, потому что когда я узнал его ближе, я, естественно, знал, кто это такой, но не был с ним знаком воочию. Вот. А потом мы выпивали, и все как обычно это было. Потом я работал какое-то время на телевидении нижегородском художником. Я вообще по образованию художник. Вот. И какое-то время это было на самом деле очень долго. Я проработал, это была самая длинная, наверное, моя работа. Я проработал там 7 лет. Ну, как? Я приходил туда, получал зарплату и уходил, потому что телевидение — это такая вещь авральная. И когда есть какие-то программы, которые надо отснять, ты можешь там по 4 суток не выходить вообще из телецентра, потому что надо въебывать и прям делать все. А бывают затяжные недели, какие-то даже месяца, когда ничего нет, лето, например. Вот, и там мы тоже пересекались с Алексеем, потому что он там вел свои программы, он был радиоведущим. Ну и, конечно, я видел несколько его выходов в Джем Престиже, где он тоже был... В общем, Леша панк-рокер, вот что я хочу сказать. И мне очень приятно, что я с этим человеком был знаком. Я, честно говоря, мне рассказывали его близкие друзья историю его смерти. Это, конечно, просто трэш какой-то. То есть, ты же знаешь, да, эту всю тему? Нет, не настолько близко, чтобы... Но если очень грубо сказать, то у него же были там очень жесткие запои, и в какой-то момент он просто проснулся, ему надо было чуть ли не идти куда-то на работу. Вот. И он просто под холодную воду, с бадуна, жестко там или стал, или голову, и у него просто там давление и все, и пиздец. То есть вот такая тема была. Якобы вот так мне рассказывали эту штуку. Это лишний раз говорит о нем как о человеке чести, который должен был что-то сделать, и ему нужно было это сделать. Это я к тому, что с утра голову лучше под холодную воду не совать без надобности. Хорошо. Да. Константин Евгеньевич очень часто упоминает группу FPG как одну из своих любимых групп. И, я так понимаю, вы дружите, там фотки ты выкладываешь в соцсетях периодически там совместные. Какое качество в этом человеке, да, для многих людей вообще там знаковым и
со всеми, так сказать, всевозможными регалиями. Какое качество в нем ты больше всего ценишь? Его нечеловеческую простоту, прямоту и открытость, несмотря на весь его статус просто огромнейшего человека, который значит очень многое для русской рок-культуры. Он очень прост в общении и без вот этих всех звездных понтов. Вот чтобы удержаться, чтобы эту человечность в себе сохранить, несмотря на долгие годы в этом, опять же повторяюсь, на свой звездный, именно звездный статус, это нужно быть большим человеком с большой буквы. Вот. И Константин Евгеньевич такой. Спасибо тебе, Костя, за это. Ну, у Константина Евгеньевича вот уже много лет во главе угла, ну, если так можно выразиться, его творчества стоит вот православие. Ну, я не знаю, можно ли это назвать еще какими-то имперскими взглядами или нет. Но вот такая тема, в общем, присутствует, да, периодически. Ты разделяешь его Мне кажется, взгляды во главе в этом? угла Константина Евгеньевича творчество стоит просто жить по чести. Вот это самое главное. Вот это то, что есть в христианстве, то, что есть во всей любой нормальной философии этого мира. Вот. Делай как надо и будь что будет, говорил мне Константин Евгеньевич. Вот эти взгляды я его разделяю. Много лет уже вы играете концерты памяти Виктора Цоя, вот, то есть такая вот, ну, концептуальная у вас, я так понимаю, программа. Насколько вообще вот творчество этого человека вот для тебя, как для тоже творческой единицы, ну, выражено как в неком рубеже какой-то планки вот для тебя лично? И стремишься ли ты к этой планке? Нет, к сожалению или к счастью, сочиняя песни, я не стремлюсь к какой-то планке. Я руководствуюсь исключительно соображениями чести, сердца и... Да, сердце, наверное, и духа. И если я чувствую, что эти песни, что песни вот настолько уже готовы, я никогда не сравниваю это с какими-то произведениями. Это исключительно на интуиции и чувствах основано. Я даже одно время не слушал русскоязычную музыку вообще, потому что хотел оставить свои мысли исключительно своими, чтобы искать слова, которые нужны. Мозг все равно же запоминает какие-то словосочетания, какие-то сравнения. Вот, чтобы этого избежать, я просто не слушал музыку с русским языком. Вот. Но, к сожалению или к счастью, это время прошло, и сейчас мне это необходимо просто. Читать поэзию, слушать. Я очень люблю Шекспира. Уж не знаю, может быть, это тоже как-то банально, но, может быть, я на него равняюсь больше, чем на Цоя. Уж простите. Не, ну хорошо. Вот, но вообще ту музыкальную силу, которую я впитал в себя и впитываю до сих пор сквозь эти годы, большую треть составляет творчество Виктора Робертовича. Потом это уже напор Exploited и задор Sex Pistols. Ну и, конечно, Вильям наше все Шекспир. Нет, ну, я не говорю, что... Блин, ты такую тему затронул. Я не говорю, что Есенин для меня ничего не значит. Есенин значит для меня очень много. И мне в жизни говорили не так много комплиментов, но один из них был сказан человеком, который на долю секунды поднял лицо из салата или гречневой каши, я не помню, чем мы закусывали, сказал: FPG — это как Есенин, и воткнулся лицом обратно. И для меня это было... И я понял, что я не зря прожигаю эту жизнь и копчу это небо. Вот. Все в жизни, все, что в жизни происходит, все, к чему я так или иначе касался, оставляет на мне свое впечатление. И все это впитываю, надеюсь, самое правильное, и несу в себе дальше. Ты сейчас вот говорил про Exploited.
Вы же несколько раз выступали вместе, там, я так понимаю, что и как-то вы общаетесь, да? Да. Дружите, не дружите, я не знаю уж там, но общаетесь, наверное, точно. На твой взгляд, вот Exploited, по сути, ну, одна... Заметьте, все разговоры о группе FPG связаны к разговорам о друзьях группы FPG. Ну, слышал. Продолжай, извини. Да. Группа Exploited, по сути, такая, ну, в некотором роде, там, икона стиля, да? Такого, Безусловно. Безусловно, да. Вот если просто сравнить там, группу Exploited с, там, я не знаю, самыми, там, даже пусть там условно лучшими там отечественными панковскими коллективами, вот насколько круче все это выглядит? Ну вот, грубо говоря, да, пример я так другими словами скажу. То есть фестиваль, да, там играют там группы, и потом выходит хедлайнер, и просто, и все понимают, что вот это вот капец уровень. Вот сразу, да, видно. Вот то было тоже хорошо все было прикольно, но вот вышли ребята, и все понятно сразу. Ну вот так все ты понятно. считаешь? Ты опять же ответил на свой вопрос. Да, действительно все понятно. То есть они реально круче вот? Они реально, прям они круче нереально всех? круче вообще. Как ты считаешь, в Всех чем это связано с заключается? панк-роком. Это заключается, как я считаю, и скорее всего я не ошибусь, в их непреклонности. В том, что они играют эту музыку и просто на протяжении всех этих лет, хотя я как ценитель творчества группы Exploited скажу, что ни один из альбомов группы Exploited не повторяется. Они абсолютно все разные. Вот прям все. Ну, может быть, похожи первые два и последние два. Это Punks Not Dead и Truth Tomorrow. И Beat the Bastards и Fuck the System. Там они просто в одном, почти в одном музыкальном стиле выполнены, но все остальные, они просто, это новый виток в развитии группы, и это заметно. Для меня это вообще ясно как день. Вот, но у них есть вот эта составляющая музыки, то, что они никогда не пытаются выглядеть лучше, чем они есть, лиричнее, чем они есть. Единственная песня, ну там четырехчетвертных песнях, это более-менее медленных. У них буквально можно на пальцах одной руки пересчитать. Вот. Но учитывая то, что во всех остальных, даже легендарнейших группах направления панк-рок, все равно присутствует какая-то нет, а вот хочется что-то пиздатое им сделать. У группы Exploited такого начисто не существует. И они хуячат, как хуячат уже 40 лет. Это одно лишь это заслуживает уважения. Тем более, учитывая то, что они играют эти же 40 лет. Причем, ну, сейчас периодически у них вот слабое звено — это гитаристы. Как вот они меняются иногда. Но в основном барабанщик, брат вокалиста, играет с ними уже последние, по-моему, с 87-го года, если я не ошибаюсь. Ну, короче, дохуя. Соответственно, они настолько чувствуют друг друга, что просто играют, это чувствуется, это слышно. Они не используют никаких музыкальных подкладов, как и большинство сейчас использует современных и российских, и зарубежных исполнителей, чтобы казаться мощнее. Плейбеки ты имеешь в виду какие-то, Плейбеки, да? Подсосы можно их назвать, подклады, как угодно. Но вот это все блядство, считает группа Exploited, и я полностью с ними согласен. И когда я смотрю в глаза этого прекрасного человека, просто от которого исходит эта энергия панк-рока, я понимаю, ну что пиздец, им просто нет равных и конкурентов в этом стиле. Ни в России, нигде бы то ни было за рубежом. Несмотря на то, что современные группы появляются, и есть достаточно неплохие, но все, что можно было сказать в панк-роке, уже сказали Exploited. Все остальное — это либо хардкор какой-то мрачный, либо для меня, что я могу слушать, либо это пивная ирландщина какая-нибудь, более легкая. Mm-hmm. Вот, поэтому, когда выходит на сцену Exploited, сразу понятно, кто отец.
Вот, и не надо никаких там этих, кого бы ни ставили перед ними, это все равно пиздец. А мы, как вот вы сказали выше, и играли с ними 5, по-моему, концертов, где не было вот этих фестивальных разнообразий, а вот были только мы и группа Exploited. И представляете, как нам было... Хотя нам не было тяжело. Мы ебашили, потому что мы понимали, что за нами Exploited, а вот перед нами зал клуба «Точка», и у нас нет шага назад, ни шага влево-вправо. Короче, бутылками вас не кидали? Нет, к счастью. Ну, может быть, понимаешь, еще дело в чем, что это же был 2005 год, первый наш совместный концерт. И тогда мы достаточно экстремально проводили концерты. Там, блядь, бутылкой у нас лучше не кидать было, потому что эта бутылка полетела бы в несколько крат больше в того человека. Поэтому наша агрессия всегда рождала дружелюбие зала. Готов ли ты умереть за свою идею? Вот как Летов, как Свин или как кто-нибудь еще. Вот, есть такие понятия, как ты вообще живешь на концертах, как ты после концерта выходишь, сколько у тебя шрамов тупо, блядь. Получал ли ты пизды за свои убеждения вообще? Ну или... Настоящий ли ты? Вот главные вопросы, которые должны задавать себе люди, которые имеют такую возможность, чтобы нести людям свои слова. Вот. Или ты просто это делаешь в угоду современным тенденциям, потому что ведь каждый, блядь, второй сейчас должен пиздить о том, что что-то не так, блядь. Это эпоха пиздоболов, которые могут только пиздоболить, не делая ничего, мне кажется. Потому что если ты чем-то занимаешься, полезно, у тебя нет времени на пиздеж. Вот так я всегда относился к людям пиздливым. А те, кто занимается пиздежом, они занимаются только пиздежом. И с другой стороны, опять же, ты как человек, который со сцены может нести что-то позитивное, можешь направлять свои мысли. Опять же, абсолютно любую ситуацию можно рассмотреть с разных ракурсов. Это же понятно? Абсолютно любую. Вот. Можно конструктивно предложить из этого какой-то выход. Можно усугублять эту ситуацию, доводя ее до коллапса. Но я не хотел бы говорить о политике, потому что сейчас, кроме с хуй и нахуй, у меня эмоции перестанут просто работать. Если немножечко вот о другой стороне, о панк-культуры поговорить, вот ты знаешь, я как-то познакомился с творчеством, можно так сказать, такого человека, как Джиджи Аллен. То есть ты знаешь, да, кто это такой, понимаешь? Кстати, многие не знают, кто это такой, как бы, то есть вот... Вот, в том-то и беда современных панк-рокеров, что не знают. Нет, понимаешь, это неотъемлемая часть пласта этой эпохи. И знать, кто такой Джиджи Аллен, обязан каждый человек, который хоть как-то заикается о причастности к панк-року. 100%. Знать и так не делать, возможно. Да. Так вот, я, конечно же, там не буду говорить о том, что там хорошо, это плохо, это как бы такое дело. Но я просто для себя, например, сделал вывод. Ну, ты, возможно, даже видел в Ютубе, есть видосы с его вот похорон прям. Ну, ты знаешь, ты не видел никогда? Нет, не видел. Ну, короче, там тема была какая? Я помню, извини, перебью, что когда он умер на какой-то вечеринке, с ним еще до утра все фотографировались, когда он валялся дохлым на диване. Примерно так, может, и было, но там как раз есть вот это видео, когда он, типа, у себя там дома, значит, двинул кони, и они, значит, положили его, а там, видно, была какая-то тусовка у него дома, и они его положили просто в гроб, и он такой, значит, там в трусах, в каком-то пиджаке с бутылкой вискаря. Ну, в гробу просто лежит. И это видео часа полтора просто. Они ходят вокруг, играют музло, они ходят там, что-то с ним там, грубо говоря, там чокаются, выпивают, как бы, вот это, фоткаются там. И вот я на это все как бы смотрю, да, и я как бы понимаю, что там, ну, панк, все это мне понятно, как бы. Но я понимаю, что вот на наш вот менталитет, блядь, ну, как-то, вот, я не могу себе представить, чтобы вот у нас, да, там, в России, там, в Украине, вот, панки вот так бы поступили. Вот,
У меня что-то не укладывается в голове, чтобы там, ну, ты не дай бог там, да, и вот вокруг вот это все происходило, понимаешь? Да То есть есть какие-то всякое особенности? может быть, конечно. Но да, оставим культуру Джиджи Аллену. Зачем вот это все, опять же, использовать какие-то клише, которые уже были? Ну да, можно. Окей. Хорошо. Нет ли у тебя какого-то незакрытого гештальта по поводу там, семейной жизни, отцовства или вот такого всего? Нет, да? Нет. То есть, ну, как бы вот тебе вот это все устраивает в твоей жизни, как сейчас происходит? Нет, меня не все устраивает. Мне есть к чему стремиться. И мне есть всегда над чем работать над собой. Довольство — это так, удел не рок-героев. Вот, но в целом я счастлив, что вот все так, как есть. Спасибо.